Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье. Сегодня я хочу вам показать много вкусняшек. О том наборе, который мы сегодня будем бриться, в полном праве можно сказать, что он королевский. Не в том смысле, что там королевское бритье, куча компрессов, бла-бла-бла. Нет, он получается сам по себе королевский, потому что специально под офигеть какой дорогой станок. Timeless, как вы уже поняли, от Валерия Багли. Спасибо ему огромное за это еще раз. Я подобрал специально не самый дешевый помазок, который в свое время мне прислали из Германии. Big Blossig. Он тоже там стоит, по-моему, 170 или 180 евро, что-то типа такого. То есть вот все вместе, если сложить, то получится, мы там подбираемся уже где-то к полуштуки баксов. Так-то разобраться на секундочку. Но я сам для себя подумал, во-первых, чтобы не устроить праздник, а во-вторых, у нас недорогие бюджетные варианты бритья были. Ну а что вот сейчас вот так вот, допустим, вот такое не сделать? Ну вот, тем более, что повод есть. Вы идите на крупный план, смотрите все поподробнее и догоняйте. Ну вот, ребята, вот такой хайповой связкой, таким набором я решил сегодня побриться. Для этого у нас есть Timeless, который на канале появился благодаря Валерию Багли. Он был уже не так давно, по-моему, год-полтора-два назад, и мы с ним брились. Правда, не в этой связке. Тогда было два лезвия. Это был Физер и Спутник, по-моему, если мне не изменяет память. Street Platinum мы не пробовали. Ну, помазка Шевимак вы все прекрасно знаете. Ну и мыло. Мыло Рииндровец. Производство Украина, которое прислал Вячеслав. Я специально его сюда поставил, потому что мне очень интересно попробовать его в этой баночке. И я не уверен, за что он там говорил. Потому что про что-то он говорил: Вадим, попробуй с клинком, говорит, просто очумеешь. То ли он за это говорил, то ли то, что он в стеклянных в этих баночках дополнительно вот прислал. Поэтому решил, ну, начну с большой, а если что, там и разберемся. Ну а почему хайповый набор? Ребят, ну, стоимость станка, по-моему, где-то в районе 200 баксов. И помазок 180 евро, по-моему. То есть вот даже в заголовке можно написать набор за 400 баксов, там, та-та-дам, и все, и уже можно поорать и постебаться. Но опять же, народу будет приятно, потому что за 350 рублей уже были наборы, а за 400 баксов с этого набор-то как бы еще не проходил. Ну вот так вот и попробуем. Хотя, и ради правды можно сказать, что помазок за 650 баксов-то был. Поэтому так, знаете, тоже не рекорд для канала. Автошейвом у нас сегодня будет вот эта груша. Потому что если уж отрываться, то по полной. И вот сегодня впервые попробую этот баллон. К сожалению, без отрицательных нюансов не обошлось. В чем они заключаются? Короче, получается, вот эта вот крышка накрутилась, и он рабочий. Я уже пробовал, поливает нормально. Но если наклонить так, чтобы вот здесь вот эту жидкость вот подходила к крышке, получается не герметичный. Практически то же самое, что у меня было с этим, с синим автошейвом. Там такая же фигня была. И здесь она повторяется. Короче, ребята, я потерял половину своего синего Флойда, когда нес на мойку несколько лет назад, и у меня там наклонилось, и он вытек. Так что вот здесь вот, ребята, хлопцы, та же самая картина. Хотя, в принципе, резьбы разные. Может быть, самой крышки какое-то дело, я не знаю. Но на всякий случай, все, кто на 300 мл захочет поставить пластиковый баллон, в смысле вот эту грушу, имейте в виду, что может быть не герметично. Работать будет, брызгать будет, просто наклонять его нельзя. Вот так вот красиво ставить и все. Вот так и работать. Ну все, пошли бриться, что. Ну что ж, щетинка у нас изрядная. По-хорошему в воскресенье еще нужно было это сделать, но случилось так, как случилось. Просто в воскресенье я попал под любимую, то есть ей в воскресенье дали выходной. Ну и выбор стоял так, чтобы или день провести с любимой женщиной, или снимать обзор. Ну, вы сами понимаете, что я выбрал, потому что ей не так уж часто выпадают эти выходные, ну а тут такое дело, ну грех было не воспользоваться. Так что перенес на понедельник, извиняйте, хлопцы. Мыло. Запах какой-то интересный. Он не переходит за ту грань. А, да, кстати, мыло. Это то, что вот Вячеслав прислал, Art Treasure. Оно не выходит за ту грань, после которой я бы уже начал орать, бить пяткой в грудь, пофигу, как бреет, я его люблю. Нет. Но оно где-то рядышком гуляет. Но при всем при том, оно, знаете, пуф, вот так не торкает.
но и на средней отметке не держится, то есть туда вот вниз не уходит. И его среднячковым, таким обыкновенным средним проходным вариантом тоже не назвать. Я пока в непонятках, как его классифицировать. Пока 75-25. 25 обычный и 75 нравится. Вот как-то вот так. Ну и оформление. Вы не могли не заметить, что мало того, что мыло так тверденько, да, но еще и печать такая прям. Здесь прокладочка такая на коробочке. Ну молодцы, ребята. Молодцы, конечно. Что, ну заморочились. Так, давайте уже сделаем из него пришейф и в путь. Пришейф сделать здесь непросто, потому что банка практически вся забита. То есть вот здесь вот сверху прям мыло нафигачили. Но я попытаюсь. Мыло на лице чувствую. Какого-то бешеного такого нет. Да и странно, если бы оно было, потому что если бы оно было, это было бы вообще вау. Потому что воды там мало, я сколько смог, то есть ну практически ничего. Вот это практически ничего, вот так вот оно и получилось. Так, пускай оно будет. Компресс и делаем пену. Фух, хорошо посидел, отдохнул. Кстати, с праздниками всех, с прошедшими еще раз. И, наверное, сегодня будем без чаши. Так, сразу на лицо пойдем, да и все. Так. Думал над тем, как видео делать короче, без ущерба для основной линии. Укладываться, ну, хотя бы 15 минут, в 20 хотя бы. Что-то пока ничего не придумывается. Крупный план убрать жалко. Постараюсь бла-бла-бла меньше в конце. А то знаете, иногда как там в ухо вцеплюсь и пошел. Ну бывает. Так, ну все. Но с другой стороны, с кем еще поговорить, чем как не с вами? Ну, с кем? То есть, ну, и так 2 раза в неделю собираем. Все, поехали. Я думаю, любой, кто возьмет Шавимак, подобный этому, не будет жалеть. Я знаю, что он есть на канале, по-моему, 2, 3 или 4 человек максимум. Ребята, те, у кого есть этот помазок, вот именно лампочка, да и другой узел тоже можно. Отпишите, будь ласка, как ваши ощущения? Потому что меня пошвыряло. От первоначального отторжения он был слишком упругий и явно не по мне. Он посередине мне вот этот вот показывал. Не, братан, обломайся. Ну а видишь, я там мало глуп и не понимал еще к чему как. А люди выходили тогда еще говорили: Иванов, не спеши, ему надо обкататься. Ну и что? На полке он у меня сидел. А потом прошло время. Ну вот, зацените. И как-то я его взял, мне так дынь, и все. Вот, это любовь. И вот с тех пор это просто пипец. Ну, сами посмотрите. Ну, какие тут слова еще нужны? Ну, вот если бы я, например, узнал, что это делал Денис с Одессы, я бы сказал, что это неправда. Потому что вот за те 2, что я попробовал от него, я, в принципе, его как художника в плане запахов, я его понял. Вот это не его запах. Мне кажется, он бы этот запах никогда не поставил. Это по запаху другой человек, ну а по вот это да. Ну вот у Дениса примерно то же самое. Я не пойму, что там, у вас все так мыло делают, что ли, или что? Ну пока нра. Итак, Timeless. ГАП 068, трит, платинум.
Экспериментатор хренов. Знал же, что у него уже физер стоял, что спутник стоял. Ну а что трит-то? Ну да, хорошее, достаточно острое лезвие, но все-таки надо было что-то такое, что поближе к физеру туда. Я думаю, что вот сейчас вот если жилет поставить Professional, ну, наверное, тоже бы не пошло. Рапиру. Ой, я прошу прощения, персону. Ну вот американскую бы, наверное, да? Она у меня сейчас в другой комнате. Блин, та, что от Ромы. Пока дойду. Так, а давайте знаете что? Давайте я сейчас половинку пройду вот этим тритом, а на вторую сейчас из тех запасов, что здесь есть, что-нибудь придумаем. Я не случайно так вгоношился, потому что, ну, это безмятежность. Вот сейчас самая обыкновенная безмятежность. Это даже не 89-я голова, это где-то между 34-й HD и 89-й, ближе к 34-й. Вот так я его воспринимаю. Понятно, что он выберет меня лучше, чем 34-я, но я бы что-то какой-то такой, знаете, такую лямур-тужур хотел, чтобы он меня так, знаете, ну, вот так вот, чтобы... Для этого нужно острое лезвие. Трит тут явно не помощник. Но если сравнивать со стартом, ну он сейчас мягче старта. Ну реально. Там резкости больше. Здесь не вот этой противной, знаете, пальцем по стеклу, а резкости, когда ты хорошо все видишь и каждая деталь отчетлива. Вот я про эту резкость. Так, ну все. Давайте сейчас это лицо, эту половину добьем тритом, а потом я что-нибудь там скумекаю. Так, чуть-чуть намочу. Мокрая рука на той ручке чуть-чуть подкаливает, не критично. Паниковать не надо, но все-таки подскальзывает. Запах на лице разбулыживается, появляются какие-то новые ноты фрешевой направленности. Без всякого ментола, нет, забудьте, ребят, ничего такого. Но вот какой-то фреш, свежесть чего-то, свежие запахи какой-то природы. Вот это да, это появляется. Очень понравилось, как он сейчас шею здесь прошел. Прям ввиду того, что он такой, какой он есть. Вот здесь вот прям то, что доктор прописал, вообще хорошо. Ну, еще разок. Во время нанесения очень хорошо запах ощущается. Во время непосредственно самого бритья, возможно, вы его чуть-чуть подрастеряете. Вот как мазком начинаешь под носом махать, он, вот это вот, знаете, да, хорошо. Побрил чудесно, непробривы есть. На третьем проходе уже вынужден был просто перейти на бритье от верхней плиты, потому что от гарды он меня уже не цеплял совершенно.
все, все, очень хорошо. Так, перекидываем. Сейчас я вначале переберу вот эти вот пещеру Али-Бабы, посмотрю, что там у нас есть с лезвиями, ну и потом уже как бы вам скажу. Хотя, что перебирать? Вот жилет Вилкинсон. Ну, тоже я бы не сказал, что самые острые, да? А вот, ну прям под носом персона. Но уже грех от нее отказываться, если она сама в руки прыгает и говорит: возьми меня, я вся твоя, давай начинай, скорее всего, распаковывай, раздевай меня, вставляй в станок. И это, будем, значит, раздевать и вставлять. Так. Кстати, только сейчас обратил внимание, почему, ну, в смысле, я раньше это тоже знал, но сейчас акцент сделал. Лезвие, оно в таймлесс спрятано не полностью. Оно по краям ушки-то торчат. То есть точно так же, как торчит на Роквелле, точно так же, как торчало бы у меня. Если бы вы перед фактом не поставили Иванов, ничего не знаю, давай уши прячь. То есть вот как-то так. На новом станке, который будет с двумя плитами, с перевертышами, думаю, прятать, не прятать, скорее всего, тоже не буду, потому что вот здесь вот осталось где-то, ну, по миллиметру с каждой стороны, а в этом месте как раз у лезвия именно серединка торчит, поэтому вполне себе вероятно, что, наверное, так и поступлю. Ух ты, ну вот, шкрябал и дошкрябался. Так, ладно, посмотрим, как будет с персоной. Так, здесь уже все подсохло. Сейчас, наверное, чуть размочу. На первый проход вполне себе сойдет, а на второй уже, наверное, это наберу. Чудо не случилось. Сейчас, знаете как, сейчас типа вот сейчас я это лезвие тупым назвать не могу, но идет оно явно тупее, чем трит. Как так это может быть, я не понимаю. В каком смысле тупее? Оно срезает, подкусывание, поддергивание, ничего нет такого, даже и забудьте. Вообще никак. Но если там бархатным, непрерывным, сплошным, то здесь зерно бархата увеличилось. Лично для меня это говорит о том, что срезать стало более отчетливо. То есть незаметно так, а вот отчетливо. Вот я об этом. Так, возьму еще маленечко мыла. Запах банно-душевой, какой-то вот такой. Таких салатных цветов. В Америке есть компания, называется Эдди Бауэр. Они специализируются на многих вещах. Первоначально они делали одежду и все для дома. То есть мужская, женская одежда, постельное белье, там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Потом разрослись, семейное предприятие. Потом разрослись и стали выходить уже дальше. То есть вплоть до того, что они, и вот как Mercedes Brabus, да, ну точно так же у себя они машины делали. То есть от Эдди Бауэр можно было и встретить автомобиль. Понятно, что не дешевое удовольствие, там как надо, но тем не менее делали. Так вот, когда заходишь в специализированный отдел или магазин Эдди Бауэр, именно в домашний отдел, вот там я такие запахи видел.
в смысле слышал. И идешь, и как будто, знаешь, вот прям солнышко, ты сбоку где-то сидишь, оно тебе не в глаза бьет, а вот так вот лучом, и как через этот луч вот эти все мелкие песчинки, которые в обычной жизни ты не видишь, как они пролетают и нежно опускаются, и вокруг вот этот аромат стоит, и ты понимаешь, что тебе в этом месте хорошо хочется жить. Вот что-то вот такое. Но в то же самое время это не вырви глаз, это не ядрен батон, это не на по шарам, это, знаете, спокойно умеренное, вкусное, приятное, такое. Тут зацени, у нас же тут пойдем, пойдем. А у меня денег, кредит возьмешь, пойдем, пойдем. Вот что-то вот такое, понимаете? Вот есть, есть. Так, это что у нас было? Так, так. А, вот так, да? Ну вот, вот, этим уже выбрился лучше. Уже тут дошкрябывать, ну, практически ничего не надо. Разве что пару раз провести в обычных моих местах. И да, точно так же от верхней плиты. Я бы не сказал, что у мыла какое-то, знаете, подскольжение суперское. Что прямо тут как каток. Нет, но оно есть, оно есть. Ну все, большего грех желать. Давайте ополаскиваться и компресс. Ох, парни, непростая ситуация. Сейчас сидел на компрессии, перебирал, перекатывал все вот эти мысли в кучу, влево, вправо, так, нет, не так, вот так, нет, тоже не так. И в конце концов понял, что мне сейчас придется подбирать слова. Потому что шаг влево, шаг вправо. И с одной стороны могу быть неправильно понятым. И некоторые люди, как они думают, вполне заслуженно смогут сказать то, что они скажут. А с другой стороны, не хотелось бы быть непонятым на самом деле неправильно. Поэтому скажу так. Давайте дождемся уже начала продаж. Вот потом, когда это уже будет у людей, я тогда скажу полностью. А сейчас могу сказать, что я свое отношение к таймлессу пересмотрел. Он не стал хуже. Нет. Я его как любил, так и продолжаю любить. Вот тех восторгов былых уже не осталось. Они рассосались. Ввиду последних событий, ввиду того, что стал чуточку уже, наверное, может быть, больше к нему привыкать. Но если совсем недавно, вот наш подписчик выходил и говорил, что ну, а мне таймлесс не зашел. Я говорю, да, Антон, как так, ты чё, нет? Ну, сейчас я его понимаю. То есть, скажем так, что не развеялось, что осталось, великолепное изделие. Качество, ну просто обалдеть, классно, хорошее. Не хочу вот эти эпитеты вставлять, самое лучшее, та-та-там, та-та-там. Но то, что станок сделан душой, это очевидно, это видно. Да, не дешевый, но сделан от души. То есть вот то, что там ребята у себя на сайте пишут, что вот там семейство, там токарей и литье по пластмассе, там вот они у себя все это делают, из лучших материалов вполне себе может быть. Потому что на отцепись вот это не сделаешь. Я когда вот это впервые принес на производство, ребятам показал, они подзависли, в руки схватили все. И только ленивый не потрогал, потому что они такой работы не видели еще. Объяснение простое. Сейчас на производстве только станки ЧПУ. А здесь, оказывается, ЧПУ не справится. Здесь нужен станок уже с электроэрозией, который будет вот эту внутрянку выжигать. И такой станок не приходит.
И они способны будут на такое. То есть я не хочу сказать, что мы будем копировать таймлесы под своей вывеской предлагать людям. Хотя такая мысль была, что греха таить. Я хочу сказать, что вот на подобные вещи, как на таймлесе, ребята на производстве будут способны. А уж как это реализовать грамотно, чтобы это нам с вами на пользу пошло, вот в том уже моя задача. Значит, нужно придумать что-то такое, чтобы эта электроэрозия нам с вами сыграла на руку и при всем при том не повторять таймлесов. Это непросто. Это офигеть как непросто, потому что ну тут по сути это конфигурация, смотрите какая, ну классика. Электроэрозия просто все лишнее пространство выжгла и убрала. То есть если идти по такому пути, то получается нужно как-то это, ну как минимум, конфигурацию головы другую делать. То есть чтобы, ну, тогда она, возможно, не будет повторять. То есть надо думать, надо думать. Финишная обработка выше всяких похвал. То есть вообще классно. Вот эти вот полосы на верхней крышке, ну да, несомненно, что официальная версия там залипать не будет, а зеркало будет. Ребят, ну вот что греха таить? Ну вот если на сердце руку положить, ну у меня никогда не залипало с любым зеркалом. Не спорю, у кого-то и залипало. У кого-то зеркало прилипало, оторвать не мог. Может быть. Но у меня такого не было никогда. И с той же самой стороны я понимаю, что вот эти вот все финдибоберы, ну, это не украшательство. Это, чтоб не прилипало, во-первых. Во-вторых, это, ой-ой-ой, как? И идет к удорожанию. Тут буквально все в этом станке пышет тем, что идет к удорожанию. Потому что вот эта вот насечка а-ля якобы простая, а вот нифига. Токаря посмотрели, слушай, ну мы можем сделать такое, но это надо набивать руку, потому что здесь идет со смещением, нужно попасть в разнобой, нужно, чтобы возникла вот такая вот волна, и по этой волне он ее уже будет по волне гнать, и вот тогда у тебя получится вот такая накатка. О! Еще один пунктик, который подтверждает, что этот станок делают не рукожопы, а мастера. То есть вот здесь очень много интересного. Ну, понятно, что стоимость тоже оправдана. Плюс мне у этого станка нравится вес, мне у него нравятся габариты, то есть длина, диаметр ручки, мне все вот это вот заходит. Несколько расстраивает то, чего я не замечал раньше, и просто вот так вот, люблю. Это то, что вот та насечка на ручке, которая сейчас есть. Раньше я почему-то не замечал, что когда мокрые руки, она чуть-чуть подскальзывает. Но сейчас это да. Возможно, я более требовательный стал, не знаю. Но хуже он не стал. Просто стал вот эти вот нюансы определять. Ну а то, как он сегодня побрил, ну сам дурак. Надо было физер оставить, да и все, и было бы все нормально, все хорошо. А то ну, станок 0,68 гап. Ну, если будет еще время, потом, если Валера не заберет станок и оказия случится, то да. На физере или на каком-то другом остром лезвии, которое вы укажете в комментариях, вот у кого есть схожее с физером, вот на том лезвии можно было бы еще раз попробовать. А так, станок огонь, но уже не свет в окошке. Ну, в конце концов, время идет, люди меняются, все изменяется. Ну и автошейв. Кстати, один из нюансов. Если вот таким макаром его наносить, как я вот сейчас пытаюсь сделать, то, ребята, я вот, например, не уверен, что белая одежда не пострадает, потому что уж так-то зелененький, все-таки это органика. Ну, давайте попробуем, постараюсь тут все вокруг не заливать. Мама дорогая. Ой. Мужики, вы будете ржать, вы представить себе не можете, как долго я об этом мечтал. Чтобы взять дежавю и вот так вот с груши, как тот итальянец себе херачит, вот так вот чтобы. Как-то сейчас скромненько получилось, я думал, больше нафигачит. Но ладно, кино кончится, я себе еще разочек, только уже футболку сниму, как дам, так чтобы, ух, ну прям. Читал я, что ребята 41 писали по поводу там Вадим, надо указывать, что возможны аллергические проявления, тарам-дарам. Ну давайте начнем с того, что у тех 5-6 человек, что там обозначились, у 2 всего лишь была аллергия, а у 4 покраснение. Но это не аллергия.
Ну и всего лишь один человек там топил за то, что нужно указать, что возможны аллергические проявления. Ну, я считаю, что это просто упертость. Вот бывает такой человек, вот упрется, сам не осознавая, и вот топит в одну точку. Потому что, ну, даже возьми, укажи это на этикетке, это нетрудно. Заказать новую, написать, что это изменит. Это изменит отношение людей, то есть люди сразу же станут умнее. Они начнут этикетку сразу читать, потому что там написали, что там аллергия, возможно. Да нет же. Сейчас все компоненты, которые там присутствуют, все это обозначено. Там в принципе написано, что это органика. И до сих пор еще находятся люди, которые, а что это такое органика? Да блин, макароны, что это такое? Ну, на основе натуральных продуктов, ребят, ну что такое органика? В мыле вы все соображаете, в автошейвах нет, что ли? Ну так не бывает. Посерьезнее как-то надо. Поэтому принял решение, что, наверное, не буду писать, что возможна аллергия, ввиду нечастых случаев, то есть 2 на более чем несколько месяцев, ну пускай, ну, не больше 5 в любом случае, даже если те посчитать, где покраснения через полчаса уходили. Ну вот как-то так. Что вы думаете? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Про станок уже сказал. Помазок. Помазок, так же как и станок, призван дарить радость, удовольствие. Лучше ли он помазков Яки, лучше ли он помазков DS Cosmetic? Ребят, ну это несравнимое. Это разное. В работе, да, есть нюансы, да, вы их будете замечать, но это не те нюансы, за которые вы могли бы сказать, слушай, блин, он на 150 бачей дороже, блин, вот на 150 бачей он лучше наносит. Нет, нет. Это вы на 150 свое ЧСВ потешите ее. Это у вас будет осознание того, что таких помазков раз-два и обчелся. Это у вас будет осознание того, что у вас в руках действительно не какая-то расхожая вещь, но та, которая выпускается не таким уж и большим тиражом. Вот, то есть, если вам это надо, ну тогда да, тогда прямая дорога к дорогим вещам. Но, как правило, этими вещами занимаются те люди, которые не только думают об этом, но еще способны обеспечить свою вот эту мечту. Ну, то есть люди с достатком. Он может себе это позволить, он берет себе. Это нормально, почему нет? Он заработал, честно заработал, ну или там честно украл, или что он там честно сделал. Вот он себе взял. Ну а те люди, которые не могут себе это позволить, ребята, не забивайте голову. Потому что у меня вот недавно только вот накануне, Вадима, вот если я возьму байк, а у меня сейчас сирень, ну вот мне там маленько не хватает. Ну вот говорили примерно в тех же самых вещах. Я человеку ответил, байка стоит 8 косарей. Сирень пускай стоит там 2000. Если ты возьмешь сирень, и ты думаешь, возьмешь байку, и ты думаешь, что у тебя на 6 косарей будет вкуснее, это не так, не будет. Байку можно сравнить, ну как вот зажигалки Зипа. Вот куча обыкновенных зажигалок, а есть Зипа. Так вот те, кто убивается по Зипу, да он никогда в жизни на обычной зажигалке свою Зипа не сменит. Потому что это Зипа, для него это много значит. Да, там хорошее качество, да, там внешний вид, да, там эксклюзив, но там и цена, извини меня, ой-бой-ой. А по вкусу это все имховое. Лично для меня байка, ну вот сейчас она у меня стоит на полочке. Я хожу уже который месяц с сиренью, уже практически год. А вот есть у меня товарищ, который, имея не одну сирень, они у него где-то там пылью заросли, он ходит с байкой. И когда мы с ним начинаем общаться на эту тему, он говорит, Вадим, ну что не смеши, она и так смешная. Не, вот это баечка. То есть вот в моем случае так, в его случае так. Это все к помазкам. Если вам это надо, это вещь. Если вам это не надо, Яки, DS Cosmetic, Италия, Шмиталия, то есть выбор есть. Камешек от Мюлей не пригодился, хотя тут были некоторые позывы, хоть и плакал тут, что это автошейва мало, все-таки я тут чувствую такое амбре, что все вполне хватает, все нормально, поэтому, наверное, добавку не буду просить. На этом, ребята, разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья, пускай всегда все будет хорошо. Ну и пошел рендерить, постараюсь сегодня все выложить. До новых встреч. Пока-пока.